Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим инвест-идею, а именно две стратегии для 3 криптовалют. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. Главным событием на прошедшей неделе стало соглашение крупнейшей криптобиржи Binance с Минюстом США, комиссия по торговле товарными фьючерсами и управлением по контролю за иностранными активами и сетью по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта новость продолжит оказывать влияние на рынок. Монеты, связанные с децентрализованными криптовалютными биржами или же DEX, имеют сейчас предпосылки для роста в краткосрочной перспективе на фоне досудебного урегулирования разногласий между правоохранительными и регулирующими органами и Binance. Итак, наши первые две криптовалюты — это DUDEX, а также UNI. Согласие биржи выплатить штраф в размере 4,3 миллиардов долларов и уход бессменного лидера торговой площадки Changpeng Zhao может подтолкнуть часть инвесторов к переводу активов из монеты BNB, нативного токена Binance, в токены децентрализованных площадок, такие как Uniswap и DUDEX. Монеты обоих сервисов, UNI и DUDEX, соответственно, показали умеренный рост курса на фоне ситуации вокруг Binance на 8,2%, а их суточный объем торгов подскочил в более чем 2 раза, что говорит о притоке активных трейдеров. Но учитывая, что достижение урегулирования с Binance это в целом позитивная новость для криптоиндустрии, то рост монет, связанных с DEX, достигнет своего апогея в пределах 1 или 2 недель. Уровень поддержки для DUDEX на данный момент находится на уровне 3, а сопротивление на 3,5. Для UNI аналогичные показатели составляют 5 и 10 долларов или же 5 и 60 долларов соответственно. После достижения пика курсы обеих монет скорее всего скорректируются. В краткосрочной перспективе DUDEX продолжит торговаться в диапазоне 3,3 или же 3,4 доллара, а UNI 5,2 или же 5,3 доллара. Из этих двух монет наиболее недооцененной, а потому более перспективной с точки зрения роста видится DUDEX, которая в середине ноября торговалась на локальном максимуме свыше 4 долларов. При стечении благоприятных обстоятельств и притоке новых пользователей с централизованных криптобирж, DUDEX может преодолеть уровень сопротивления и протестировать 3,8 доллара, после чего она может продолжить рост в сторону 4,5 долларов. В средней и в долгосрочной перспективе DUDEX может усилить темпы роста и даже попытаться вернуться к своему историческому максимуму в 26 долларов. Вероятность такого сценария возрастет после начала мощного бычьего цикла на рынке криптовалют, который ожидается в 2024 году на фоне халвинга биткоина. Ну и теперь давайте же обсудим нашу третью криптовалюту, а именно барабанная дробь Ethereum. Для средней и долгосрочной инвестиции сейчас оптимальное время для входа в Ethereum. Эфир за последний месяц прибавил более чем 20% в цене на фоне новостей о подаче заявки на запуск Ethereum ETF от инвесткомпании BlackRock. Эта новость уже отыграна рынком, поэтому в краткосрочной перспективе монета вряд ли покажет сильный рост. Более того, она имеет все шансы скорректироваться к 1900 долларов. Но общий консенсус участников рынка заключается в том, что в ближайший год американский регулятор одобрит запуск биткоин ETF. Ожидается, что зеленый свет получат сразу же несколько инвесткомпаний, которые подали заявку. Различные биржевые фонды или же Exchange Traded Funds, ETF, в том числе и на золото, располагают активами под управлением на триллионы долларов. В криптовалютном сообществе принято считать, что даже небольшой процент этого капитала может в перспективе повлиять на глобальный крипторынок. Если спотовый ETF на биткоин одобрят, то спрос на криптовалюту вырастет. При покупке акций фондов подразумевается поставка биткоина как базового актива, то есть это его прямая покупка на рынке, которая влияет на курс. Это дает основание полагать, что и заявка на запуск Ethereum ETF тоже получит одобрение. Запуск ETF вместе с ожиданием новым бычьим циклом
целом на крипторынке на фоне халвинга биткоина может стать катализатором роста цен на эфириум. Росту эфириума будет способствовать и сохранение лидерских позиций. Эфириум в нише блокчейн-экосистем для запуска децентрализованных приложений и финансовых протоколов, а именно dApps и DeFi. К концу 2023 года эфириум имеет все предпосылки, чтобы преодолеть ближайший уровень сопротивления в районе психологической отметки на $2100. В 2024 году по умеренному сценарию эфириум может прибавить в цене 15 или 20% и торговаться в диапазоне $2300 или же $2600, а по позитивному сценарию превысит $3000 во втором полугодии следующего года. Негативный сценарий мне видится наименее вероятным. Обычно халвинг биткоина дает старт бычьему циклу на крипторынке. Но даже если этого не произойдет и рынок продолжит колебаться у текущих значений, то эфириум получит поддержку от притока ликвидности в DeFi протоколы, которые часто используются для максимизации доходности в период дестагнации. На этой ноте наше видео подходит к концу. Надеюсь, что вам понравилось и было полезно. Не забывайте ставить лайки и колокольчики, а также подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. И, конечно же, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели узнать в следующих выпусках. Таким образом, мы с вами будем делать контент вместе. Ну и перед тем, как попрощаться, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну, если ты трейдер или просто хочешь купить криптовалюту, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто.